SSH, Secure Shell или безопасная оболочка. Это сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий удаленно управлять операционной системой. SSH шифрует весь трафик, поэтому можно безопасно передавать данные до удаленного компьютера в незащищенной среде. В нашем случае мы не собираемся удаленно управлять компьютерами, но будем использовать протокол SSH для того, чтобы безопасно общаться с сервером GitHub. А все наше общение сводится к тому, чтобы отправлять на него свои файлы и получать их оттуда. Хорошая новость в том, что на практике нам не нужно разбираться со всем протоколом SSH. Достаточно будет понимать только одну его часть – метод аутентификации по публичному ключу. Но понимать, как происходит эта аутентификация, нужно обязательно, хотя бы в общих чертах. Без такого понимания запомнить действия для стабильной и удобной работы с GitHub практически невозможно. Для начала разберемся, что вообще такое аутентификация. Это доказательство того, что вы – это действительно вы, а не злоумышленник, который пытается сделать что-то от вашего имени. Например, авторизоваться на сайте GitHub и украсть ваши ценные лабы по информатике. Вводя на любом сайте логин и пароль, вы проходите аутентификацию по паролю. Предъявляя обычный паспорт, вы идентифицируете себя. Тоже, можно сказать, проходите аутентификацию перед посадкой в самолет или входом в бар. Так вот, во время установки SSH-соединений с сервером вы тоже проходите аутентификацию, но не по паролю, а при помощи двух специальных файлов – публичного и приватного ключей. Публичный вы загружаете на сервер, а приватный ключ храните у себя на компьютере и никогда не передаете через интернет. Образно говоря, приватный ключ – это ваш паспорт, а публичный – это его ксерокопия. Ксерокопию вы оставляете во всех местах, с которыми имеете дело, а сам паспорт всегда храните у себя и предъявляете только лично. Создать пару SSH-ключей можно просто и быстро. Для этого на любом компьютере есть специальная программа SSH Keygen. Сами ключи чаще всего хранятся в скрытой папке .ssh вашего пользователя. Откройте терминал. Вызовите программу SSH Keygen. Передайте ей аргументом тип ключа. И email хозяина создаваемого ключа. Нажмите Enter. В серьезных задачах безопасности сам приватный ключ дополнительно защищают паролем. Воспользоваться таким ключом можно будет только зная пароль. В нашем случае обычного доступа к GitHub эта безопасность будет излишней, а неудобств доставит. Поэтому давайте оставим поле пароля пустым. Файл без расширения – это ваш свеженький приватный ключ. Именно этот файл нужно будет указать в специальной программе SSH Agent для аутентификации на сервере GitHub. Файл с расширением pub – это текстовый файл, который содержит ваш публичный ключ. Именно этот текст нужно будет вставить в форму на сайте GitHub при добавлении публичного ключа в ваш аккаунт. Сам алгоритм аутентификации по большому счету сводится к 3 действиям. После установки защищенного соединения сервер генерирует случайное сообщение, шифрует его публичным ключом и отправляет клиенту. Клиент расшифровывает сообщение от сервера своим приватным ключом и отправляет обратно. Сервер сравнивает полученное от клиента сообщение с тем, что он зашифровал, и в случае совпадения подтверждает, что это вы, и разрешает обмен данными. SSH-ключи устроены таким образом, что расшифровать зашифрованное публичным ключом сообщение можно только имея приватный ключ. Если никому не передавать свой приватный ключ, то никто, кроме вас, не сможет расшифровать случайное сообщение от сервера и пройти на нем аутентификацию вместо вас. Достаточно часто я встречаю людей, которые когда-то как-то настроили SSH-ключи на своих ноутбуках и в аккаунтах GitHub, но не знают, как это работает на самом деле. Такие ребята частенько сталкиваются с трудностями при попытке поработать со своим кодом на других компьютерах. Поэтому рекомендую вам не останавливаться на создании одного ключа со стандартным именем. Переименуйте созданные файлы, в этом нет ничего страшного. Создайте еще парочку ключей с другим именем.
Потом удалите их и создайте еще парочку. Потом создайте еще один ключ на компьютере у друга. Делайте это до тех пор, пока не поймете, что ключи — это всего лишь обычные файлы, с которыми можно и нужно работать энергично и уверенно. Ведь никакой магии в создании SSH-ключей нет, как и во всех остальных технологиях. Нужно лишь немножечко потренироваться и пользоваться на здоровье. Не откладывайте.